Я создал 3 крутых креатива, которые сегодня с вами разберу. В этом видео я хорошо поработал над трекингом, забежал в Unreal, чтобы вытащить оттуда реалистичные движения камеры, а также очень хорошо поработал над звуком. Ну а с вами, как и всегда, Серджикас. Будет интересно. Погнали к делу. Прежде чем мы приступим к созданию креативов, я хотел бы затронуть немаловажный аспект — это вдохновение. Почему я вообще решил создать эти креативы и что послужило отправной точкой? Отправной точкой для этого послужил аккаунт вот этого чувака в инстаграме Bad Not Bad, а точнее его последний ролик с видом из салона автомобиля, где он детально показывает интерьер, насколько же это все реалистично и живо выглядит. И мне хотелось повторить что-то подобное и испытать похожий экспириенс создания, потому что я никогда подобным не занимался, и мне захотелось повторить это. Тем более у меня есть такая крутая моделька, как DeLorean DMC-12, которую я не зря все-таки внутри прорабатывал. Для тех, кто впервые на моем канале, в предыдущем ролике я воссоздавал DeLorean DMC-12 из фильма «Назад в будущее». Я хорошо проработал там интерьер и экстерьер, а также подготовил ее к анимации, о которой мы сейчас и поговорим. Для того, чтобы более эффективно и круто работать с анимацией, я сделал отдельную панельку, в которой прикрутил слайд для всех открывающихся и анимированных объектов в машине. У меня есть отдельные слайдеры для открывающейся правой и левой двери, и также для поворота каждого колеса и зажигания двигателей. Используя подобную панель управления, я могу с легкостью анимировать DeLorean так, как мне нужно, настраивая буквально любую мелочь. Пока мы недалеко отошли от анимации, я хотел бы затронуть сам принцип анимации DeLorean, а точнее, как он взлетает, как его подхватывают двигатели и так далее. Как я и говорил в основном ролике, меня не совсем устраивала анимация из фильма, и она выглядела довольно топорно и странно. И мне захотелось сделать что-то свое, а точнее сделать ее более эффективной. В момент, когда DeLorean поднимается, в это же время у него опускаются колеса вниз, и только после этого, когда они полностью опустились и DeLorean зафиксировался на определенной высоте, у него включаются двигатели, и он начинает резко падать вниз, и уже перед тем, как он почти упал, его подхватывают двигатели, и он моментально взмывает вверх. Вот эта сцена и вот этот момент очень сильно добавляют живости сцены, и ты охотнее поверишь в тяжесть автомобиля. Погнали дальше. Ну что же, приступим к созданию первого креатива. Идея очень простая. Нам нужно в футажик втречить сам DeLorean, который будет взлетать при помощи нажатия кнопки на iPad. На iPad нам тоже нужно втречить сам интерфейс с кнопкой. Об этом мы поговорим чуть позже. За весь процесс съемки на студии я сделал где-то 10 вариаций одной и той же сцены. Для съемки футажей я использовал 15 Pro Max, на которое в принципе и сейчас снимаю. Использовал приложение Blackmagic Camera, там установил подобные настройки. Я полностью выключил стабилизацию, выбрал кодек HEVC H265, 4К разрешение и, конечно же, Color Space Apple Lock. Также нужно обязательно выключить коррекцию линзы, это будет мешать трекингу. После того, как я отснял все нужные мне футажики, я зашел в приложение Luma AI, встал на предполагаемое место, где должен находиться сам DeLorean, и сделал 360-градусную панораму для отражений. Скачать ее проще простого, просто переходишь на сайт, логинишься и выкачиваешь ее и используешь в качестве HDR-ки, что я в принципе и сделал. На этом приготовление в студии закончено. Можем переходить к трекингу. Трекинг для первого креатива я делал прямо в Cinema 4D, хотя можно использовать Mocha, она бы справилась гораздо лучше и эффективнее. Но это я понял только через время. После того, как я закончил с трекингом, я закинул в эту сцену сам DeLorean и там уже его анимировал так, как мне нужно.
После того, как я закончил с анимацией Делориана в первом креативе, я вспомнил, что я не убрал вот эти маркеры. Несколько раз пробовал убирать их в After Effects, всячески клинапить, но, к сожалению, не обвенчалось успехом. Я придумал совершенно другую штуку. Я зашел в свою отреченную сцену, сделал плейн на полу и спроецировал туда текстуру с видоса. А дальше уже ее выгнал в After Effects и наложил сверху. И подрезала немножко масочками. Выглядит довольно-таки реалистично, и я потратил минимум времени, чтобы избавиться от всех маркеров на полу. Круто. Потом все это закинул в After Effects и уже там закомпозил. Вставил нужный интерфейс на iPad, втречивал его, кстати, при помощи плагина Mocha в After Effects. Очень круто работает, всем советую. Потратил на это буквально 30-40 минут. Больше After Effects тупил, нежели чем я делал эту работу. Сейчас вы наблюдаете поэтапный процесс создания этого креатива. Ну что же, давайте приступим ко второму креативу. Второй креатив мне нравится больше всего, я потратил на него больше всего времени, и он мне буквально впал в душу. Почему же? Во-первых, второй креатив состоит из двух версий. Первая очень простая, и вторая конечная, которая как раз-таки впитала в себя все правки, все те моменты, которые я хотел бы исправить. Вы видите сейчас первый креатив, его первую версию, чем она меня не устраивала. Она не креативная. Я просто поворачиваю камеру и показываю интерьер Делориана, и, в принципе, там ничего не происходит, никаких действий. Максимум, что закрывается дверь. И сам Делориан, в принципе, взлетает, но это не чувствуется. Это тоже главная ошибка. Там используется мало объектов. Те моменты, которые можно было заанимировать, они были не заанимированы. Не чувствуется, что Делориан сам взлетает. И слишком банальный переход. Мне хотелось как-то усложнить это. Давайте посмотрим, к чему я пришел. Первым делом мне нужно было экспортировать модельку Делориана из Cinema 4D в Unreal Engine 5. Это можно сделать при помощи официальных плагинов. Спасибо, что они существуют. Кстати, очень сильно удивился, что они существуют. Их можно скачать на официальном сайте. Вау, круто, спасибо. После того, как я импортнул модельку в Unreal Engine, я потянул некоторые текстуры, сделал их более-менее приемлемыми, накинул нормали, где они отвалились, поправил их и так далее. После того, как я импортировал модельку в Unreal Engine, мне нужно было разобраться, как таки все-таки настроить виртуальную камеру. Оказывается, есть тоже плагины, Virtual камера. Ты просто качаешь на телефон себе приложение, потом делаешь некоторые манипуляции, подключаешь к компу, используешь свой телефон в качестве виртуальной камеры. Там же можешь внести некоторые настройки, поменять линзу, фокусное расстояние и так далее. В принципе, ничего сложного нету. По итогу у меня получился вот такой записанный фрагмент. Я его потом экспортирую в синьку и внесу там кое-какие свои правки, но об этом немножко позже. Я экспортнул камеру в Cinema 4D, поставил ее в нужную мне позицию и дальше уже боролся с ненужными мне ключами и тег-таргетом. После того, как я разобрался с ключами, выставил камеру в нужную мне позицию и отрегулировал тег-таргет, я приступил к наполнению сцены. Я вспомнил, что совсем давно я уже моделировал hoverboard, и мне осталось лишь накинуть туда текстуры. Сейчас вы даже можете наблюдать за процессом моделирования. Хорошо, что я записал это. Буквально каждый свой процесс моделирования записываю. Еще вы можете здесь наблюдать окно рендера Octane. Да, я тогда еще сидел на Octane. Вау, насколько это давно было. После того, как я разобрался с UV-шками, я начал восстанавливать текстуру ховерборда. Первым делом я воссоздал его легендарный паттерн из вот этих мини-таблеточек, я не знаю, как это назвать. Потом докинул туда полоски и восстановил сам шрифт. Я не стал выпендриваться, искать его в интернете, либо же отрисовывать его вручную. Я просто вытащил его с оригинальной текстуры и доработал уже своими силами. По итогу у меня получилась вот такая моделька ховерборда. Также я воссоздал альманах, нашел его оригинальную обложку
И также сделал некоторые странички для наполнения. Там у нас тоже предсказания. Они, кстати, сгенерированы при помощи чата GPT. Спасибо ему огромное. После того, как я подготовил все дополнительные модельки, я закидываю их в сцену, ставлю их в нужную мне позицию и перехожу к следующему этапу, к воссозданию окружения. Я помню свои ощущения, когда приступил к воссозданию окружения. Я четко помню свои мысли о том, что, было бы круто вообще, в принципе, воссоздать всю локацию этой парковки «Две сосны» и прямо из фильма, потратить на это огромное количество времени, но потом я такой думаю, посмотрю-ка я лучше фильм и надергаю оттуда референсов, посмотрю, возможно, какие-то идеи мне в голову придут. И пока я пересматривал Blu-ray версию, я наделал очень огромное количество скриншотов, которые в дальнейшем начал пересматривать и нашел там потрясающие фотографии без людей, без дополнительных объектов. Они очень сильно мне подходят по композиции, по перспективе, и поэтому лучшим решением было просто сделать плейны, поставить в те позиции, которые мне нужно, закинуть на них текстуру с кадрами из фильма, и у меня получился вот этот результат. Это выглядит просто божественно, я потратил на это минимум времени. Это очень круто, когда ты находишь подобные решения. На этом этапе второй креатив готов. Погнали к следующему. Третий креатив, наверное, все-таки даже нельзя назвать креативом. Это просто видео с пасами, которые переключаются. Это довольно-таки стильно выглядит и при этом очень залипательно. Если еще сделать луп, то будет просто бомбически. Что думаете? Пишите свое мнение в комментариях. Сделал эту версию буквально за полдня, зато как эффектно выглядит. На этом этапе все 3 ролика уже готовы, а дальше про звук вам расскажет уже Рустам. Всех приветствую. Спасибо за переданное слово. Меня зовут Рустам, и я саунд-дизайнер. Сегодня я покажу вам, как я делал этот проект при саунд-дизайне, как мы погружаем в атмосферу, и попытаюсь прям очень простыми словами все рассказать вам. Изначально у нас идет какой-то определенный ambient. Это то, что нас окружает. В данном случае у нас здесь комната. Звучит это примерно вот так вот. Какой-то белый шум у нас создается. Давайте послушаем то, как у нас запускается сам планшет. Это UI-звук. То есть он тоже отражается относительно, да, поверх стен. Есть какая-то реверберация. И то, как у нас в совокупности запускается, в принципе, машина. Пройдемся по всем слоям. То есть мы тут должны учитывать, что запускается все-таки необычная какая-то машина. Все-таки это что-то такое будущее, да, какое-то относительно. Это не настоящее на данный момент, и мы не знаем, как оно звучит, но какие-то такие оттенки, допустим, фэнтези, они должны звучать, да, Skyfire. Дальше сам рев двигателя обычно, потому что в референсах он также присутствует. Дальше идут двери. Видео чуть-чуть может отставать на самом деле. После дверей идут колеса. То есть это тоже что-то гидравлическое, да, как мы видим. Акцент того, что это что-то выдвигается, что-то механика какая-то, какой-то воздух. То, что способствует, собственно, примерно видению того, как это может звучать. В дверях также есть какая-то гидроустановка, и она тоже должна присутствовать. И также есть характерный звучок. Собственно, самая главная наша подложка — это само движение машины. То есть у нас тут на самом деле очень много слоев, очень много моментов, которых нужно тоже учесть. Давайте начнем с основной подложки. То есть здесь у нас идут разные параметры. Допустим, чтобы нам примерно представить, что машина взлетает, опускается, мы используем тональности, мы используем pitch. То есть в этом случае, допустим, давайте просто так поиграемся. Это уже зарендеренная дорожка, но показать все равно можно. Допустим, чтобы было намного понятнее. И у нас машина поднимается.
То есть тем самым мы создаем саму основу движения и то, как мы примерно ее чувствуем. То есть если будет статичный звук, то он будет, конечно, звучать не очень. Мы должны акцентировать внимание на том, что у нас выдвигаются колеса, и после выдвигающихся колес идет некий, так скажем, элемент полета, да, какого-то огня, возможно, какого-то такого сильного давления от колес. Примерно звучит как-то космически. Добавим низких частот. Вот тут, кстати, тональность еще сохранилась. Я не менял, не рендерил эту дорожку. Дальше как-то должны звучать вот этот элемент. После включаем, в принципе, все дорожки. То есть мы добавляем какие-то элементы, то, что нам, собственно, добавляет объема для общей картины, чтобы это выглядело правдоподобно. Эти слои в совокупности нам так или иначе дают общую картину, и мы заполняем вот эти недочеты, подкрашиваем, подмечаем маленькие моменты, и картина совсем играет по-другому. Сейчас мы посмотрим с вами последние моменты. Это у нас идет молнии, которые есть в самом оригинале, да, фильма. Ничего такого сложного, то есть просто были молнии. Можем даже послушать без обработок, они довольно такие грязные специально, чтобы прям сильно сделать отсылку на то, как это было в фильме. И слушаем уже с обработкой. Также бы хотелось вам показать до обработок звуки. И давайте с вами полностью послушаем картину всю. Собственно, примерно так. Подкрашивая каждый момент и замечая маленькие мелочи из того, что мы видим с вами, мы, как саунд-дизайнеры, должны все это учесть. Каждое движение, каждый момент, как он двигается, примерно как он может звучать. За референсы же выступали как и в фильмах, как и в играх разных, там, где использовался сам DeLorean. Ну и, естественно, какая-то своя фантазия, как без нее, скорее даже в основном. И тем самым, подмечая всю эту общую картину, мы создаем вот такой прекрасный материал. И самая главная задача саунд-дизайнера, или точнее его хорошая выполненная работа, это то, что человек не заметил звук. То есть, имеется в виду, если он был бы каким-то, знаете, вычурным или относительно неподходящим, то вы бы его как раз заметили. Но работа саунд-дизайнера в том, что вы особо не заметите какую-то разницу, и ваш визуал и звук, который у вас в ушах, он сходится. И поэтому, возможно, вы даже не замечаете звук. Собственно, это значит, что все выполнено отлично. Ну и сами посудите, если послушать просто, точнее не послушать, а просто посмотреть. Без звука, без чего-либо уже непривычно. Уже хочется тот же звук, уже хочется какой-то динамики, уже хочется каких-то моментов. И все-таки, так как нас окружает всегда звук, то прекраснее всегда будет со звуком. Итак, давайте рассмотрим второй вариант. Он на самом деле сильно не отличается, но пару моментов здесь есть. Есть обработка дополнительная на каналах, на посылах. А в некоторых моментах добавляется другая обработка, например, вот этот, условно. У нас есть картина, давайте наоборот, без послушаем. То есть тут как будто бы большой какой-то, возможно, ангар, да, но всего пространства мы с вами не видим, но так или иначе, как будто бы визуально кажется так, что все-таки там большое пространство. Давайте вот просто послушаем без дополнительной обработки.
И условно, чтобы не везде, не везде включать, давайте с вами здесь добавим, наверное, где-то вот так вот условно. Да, то есть добавляется дополнительная атмосфера, дополняется также визуальность того, что у нас большая какая-то комната, возможно, ангар, то есть там будет эхо больше, сама реверберация, и будет казаться то, что мы также в дополнительном каком-то пространстве. Итак, перейдем к последнему видео. Здесь у нас уже с вами меняется ambient, то есть это не какая-то комната, а это уже улица, это, скорее всего, какой-то шелест условно, еще что-нибудь. А если бы это было утро, то птички, допустим. Но давайте послушаем тот вариант, который я сделал. Можно было бы на самом деле больше добавить чего-то, но так как все-таки у нас весь акцент это больше на машине, то это как маленькая такая легкая подложка, которая добавляет нам дополнительного момента. Собственно, у нас здесь появляется панель. Вот это. Здесь разная автоматизация громкости, понижение, повышение, панорамирование, лево-право ухо, то есть когда он поворачивается вот от этой панели, то и, собственно, сам звук, он меняется постепенно. Давайте послушаем его. Вот эта панель. Первоначальная вот эта панель, она вот здесь. Мгм. Идем дальше. Также у нас добавились легкие фоули звуки. Это звуки одежды, чтобы добавить также дополнительно каких-то таких моментов того, что человек двигается, да. Тут нужно учитывать то, что мы сидим в самой машине, и значит, чем дальше какой-то объект, тем больше мы слышим именно низкие частоты, такой гул. Можем вот так вот. И условно, когда мы в машине, мы слышим не полностью двигатель, так как он подальше от нас, да, то есть, как и в машине, мы тоже не слышим напрямую наш двигатель, но если мы снаружи, то мы слышим его четче, если мы особенно рядом. И, собственно, можно послушать, как это тоже отрабатывается. Собственно, как и все остальные параметры, колеса у нас также открываются по-другому, чуть дальше от нас как будто бы. И сама дверь. Но дверь здесь будет рядом, так что, в принципе, она звучит прямо перед лицом. Добавился падение телефона. Как телефон подбирают. Давайте полностью послушаем. Собственно, на этом все. Если вам понравилась такая рубрика, вы можете писать, и может мы с Сергеем что-нибудь еще придумаем вместе и сделаем также какую-нибудь коллаборацию. Подписывайтесь на канал Сергея. Если есть желание, подписывайтесь на мой канал.
И всего вам доброго. Если вы хотите более детально изучить эти креативы, то смело сканируйте QR-коды, либо же переходите по ссылкам в описании. Буду рад вашим комментариям и лайкам. Ну а с вами был, как и всегда, Серджи Каз. Всем удачи и пока. Пс. Кстати, ссылка на Рустама тоже есть в описании. Он делает работу под заказ. Будет рад любым заказам, а также разработки звуков для игр, для видосов. Все к нему. Пока.